Прекрасное раннее утро, как-то по-весеннему солнечно поют птицы. Очень странно. Конец сентября, а как будто ранняя прекрасная весна. И я рад приветствовать вас, друзья, в новом выпуске «Художник в деревне». Надеюсь, он получится так же солнечен и прекрасен, как и предыдущие выпуски. Я не загадываю наперед, как пойдет, так пойдет, но с самого утра погода благоволит. Это просто сказка. Прошлый выпуск «Художник в деревне» мы заканчивали с начала вот этой работы. Она рождалась с чистого холста, и сегодня я ее продолжу с самого утра. Хочется порисовать, насладиться. Сейчас подготовлю, выложу красочки, выдавлю необходимые красочки, заварю себе горячей водички с лимончиком. Кстати, сегодня будем готовить одно интересное блюдо, которое мне вчера на прогулке подарил лес. И я пока завариваю чаек себе, обнаружил нового друга, который гуляет по участку. Мурлыса, курлыса. Такой упитанный красавчик такой. Гуляет, вынюхивает, мышек ищет. А сейчас осень, самое время, когда мышки возвращаются в дом. В сараи, в дома. Вот он и патрулирует. Все, пошел, товарищ. Еле успел вам его заснять. Я пока себе готовлю вкусное блюдо. Вчера парился в бане и заваривал себе малину. Куст малины заваривается. И сегодня я решил его допить. Туда лимончика чуть-чуть и гвоздики. И будет прям самое-самое то. Ну, в работе в этой достаточно пока простой этап. Наносятся веточки всякие, какие могут быть маленькие веточки, большие веточки. За счет этого оживают деревья у нас и становится более реалистично все это дело. Потом уже, когда пропишутся веточки, будет даваться уже солнышко в полную меру, лучи будут даваться в полную меру. И уже будут тогда на деревьях выступать рефлексы, солнечные пятна. Ну тут уже мелочевочка пойдет. Веточки прописал, свет, тень на веточках прописал. Теперь стоит задача сделать солнышко на дальнем плане. Для этого выберем среднюю кисточку, небольшую, упругую. Вот это подойдет. И оранжевый, коричневый. Что-то такое очень теплое надо нам. И вот солнышко, оно будет
вот там вот. И нам надо прописать расплывчато дальние вот эти вот деревья, которые будет солнышко пропитывать своим теплом оранжевым. Вот там вот тоже будет какое-то дерево. Оранжевый цвет такой будет. И вот здесь будет самое-самое-самое-самое. И потом в конце дадим лучи. Вот сейчас вот более-менее такой, знаете, ответственный этап, где надо показать правдоподобность солнышка, проходящего через кроны сосен. И показать, какой след оставляет солнышко, проникая через иголочки. Где-то сделать промежуточки между деревьями, чтобы лучи солнышка могли проникнуть. И все это надо сделать так градиентом. То есть несколько уровней краски надо положить. Где-то очень густо, где-то наоборот редко. Такая уже ближе к завершающей стадии, она уже такая работа более ответственная, потому что один мазок может поменять весь ход представления о картине, то, что художник хотел передать. Поэтому тут уже надо почаще отходить от картины, больше давать глазам отдохнуть, чтобы они не замыливались. И вот где-то вот так вот дать немножко картине отдохнуть, поскольку вот предыдущий слой пока не высох, новый слой уже тут желательно не класть. Ну и соответственно, чем больше мы высветляем задний план солнечный, тем больше будет доставаться и нашим деревьям, а именно вот кромкам деревьев будет доставаться больше света. Это тоже надо чуть-чуть показать какими-то такими вот фрагментиками. Вот сюда упадет свет, сюда упадет хороший светик. И уже отходишь от картины, смотришь, куда еще дать свет. Перед ответственным этапом нанесения лучей надо дать глазкам отдохнуть и заодно приготовить вкуснятину из леса. Первым делом берется сковорода СССРовская, чугунная, настоящая, качественная, маслица, даже можно чуть побольше подсолнечного. И обязательно, как вы уже знаете из предыдущих выпусков, я беру сливочное маслице. Обязательно. Вот именно оно дает шикарный вкус. Пока плавится маслица, займемся другими ингредиентами. Начнем мы с чесночка. Именно он придаст нашему блюду необходимый аромат. Я его крошу не очень мелко, поскольку в нашем блюде оно будет готовиться достаточно продолжительное время, и чеснок растворится среди других вкусов. Все, больше я не
мельчу и сразу же к нему вдогоночку беру лучок. Лучок я крошу чуть-чуть больше, чтобы он быстрее приготовился. На 2 части, потом дорезаю. Видите, нарезочка идет быстро. Маслица еще не успела растопиться, а мы уже заканчиваем с 2 ингредиентами. Сейчас мы это дело добавим на сковородочку и уменьшим огонь, поскольку 3-й ингредиент очень любит медленный огонь. Маслица уже все отлично растопилось. Отправляем. Ох, как заскворчало все это дело у нас. Скворчи, скворчи. Ох, сразу аромат чесночка-то пошел. Первым делом чесночок пошел. Ой, прелесть. Потом он смешается с ароматом лучка. Уменьшаю огонь. Прикрываю крышечкой. И идем нарезать 3-й ингредиент. 3-м ингредиентом у нас будет помидорки. Помидорки я сильно не крошу, поскольку они пока будут томиться, они прям подойдут так, как надо нам. Видите, буквально на большие-большие части. Ну, вот это вот уже засильно большой, поэтому я их чуть-чуть уменьшаю. Это сорт такой помидоров интересный, у которого жопка такая вот светленькая. Поэтому ее я отрезаю. И вот эту мясистую часть вкусного помидора, это сорт такой мама специально культивирует. Такой сорт. Он, по-моему, бычье сердце называется. Или малиновка, я уже точно не помню. Но очень сочная штука. Я подумал, вот этот помидор будет лишний. И эту штуку мы отправляем на сковороду. Посмотрим. Ой, уже лучок начал выделяться среди ароматов. Прекрасно, прекрасно. Насыщаем все это дело нашими помидорками с огорода, с любовью приготовленными, выращенными мамой. Перемешиваем все это дело. И самое время добавить специи. Обязательно у меня идет солька. Мне нравится соль абхазская, в которой уже сразу есть, вот я вам сейчас покажу, уже сразу специи сушеные есть. Очень шикарная штука. Ну, я люблю побольше специй, поэтому у меня идет хмели-сунели. И прованские травы. Вот такая вот штуковина. На очень медленном огне оставляем все это дело, чтобы помидоры дали сок и соединились с чесночком и лучком. А мы переходим к основному ингредиенту. И, как многие догадались, это будет вот такой гриб. Не все знают, что это съедобный гриб. Многие его сравнивают с поганкой, чем-то похож на поганочку, но это очень деликатесный гриб. Его можно даже практически сырым кушать. Ножку я сейчас оторву, она нам не нужна. В общем, кто знает, напишите в комментариях, как он называется. Я пока говорить не буду, я думаю, многие напишут правильный ответ. Я его сейчас помою, вот, и мы его правильно разрежем. Под словом правильно разрежем я имею в виду, чтобы его можно было приготовить очень вкусно.
Поэтому я его вот так вот положил. Ножичком выдалбливаю серединочку. Вот прям как дятел дерево выдалбливает. Так вот мы ножичком выдавливаем, выдалбливаем вот это дело. Оп, есть. Все, эту штучку мы откладываем, серединочку. Она у нас пойдет отдельным, ну потом вы увидите. Я беру вот эту вот основную часть и ее просто сейчас буду измельчать. Я раньше так готовил, и сейчас мне вот просто захотелось повторить. Тут это вот такая штука, мы ее убираем и измельчаю максимально. Очень вкусный гриб, вот просто это подарок осени, подарок леса, осеннего леса нам, мне точнее. Вот, видите, измельчил достаточно сильно. Все это дело я отправляю вот сюда. Беру 3, вру, да, нет, не вру, беру 3, вот так вот отделяю желтки от белков. Вот так вот отделяем. Раз. Нам надо 3 белка, но желтки мы оставляем. Я их кладу в отдельную сторону. Следующий пошел. Хобана. Вот так вот мы его отделяем. Не убегай. Опа. Отделили. Вот такой у нас красавчик остается. Тоже его отправляем целиком. И нас ждет третье яйцо. Раз. То же самое. Белочек отделяем. Оп. Все. Белочек отделили. Остается один желточек. Потом вы поймете, к чему это я все делал, такие манипуляции. Беру вилочку и все это дело перемешиваю. Быстренько, быстренько, быстренько перемешивается все это дело до минимальной вот такой вот пены. И это еще не все. Я беру овсяные хлопья. Вот такого достаточно мелкого помола я вам покажу. Мелкий помол, который готовится, ну, практически сразу. 2 ложечки, но ложечки необычные, считайте 4 обычные ложечки. И все это дело опять мы замешиваем. Я сейчас поближе поднесу. Получается вот такая вот вкуснятина. Нам надо дать пару минуточек, чтобы наши овсяные хлопья пропитались яичным белком. И у нас как раз есть это время, пока наши помидорки растворяются в чесночке и лучке. Кстати, сейчас мы посмотрим, как там у нас дела на сковородочке. Видите, вот такая вот масса. Очень даже такая пушистая, пузырьковая получилась. Переходим к нашей сковородочке, открываем и посмотрим, что тут у нас происходит. Я смотрю, помидорки уже начали давать сок, как вы видите. Но это маловато. Маловато в том плане, что очень маленький огонь я дал. Поэтому я чуть-чуть увеличиваю огонь. Даю 2 минутки буквально. И будет финальная стадия нашего вкусного блюда. Ну, я не жду, а сразу же накладываю капусточку, которую недавно сферментировал. Вот она такая сочненькая. Аж слюна пошла. Ой-ой-ой-ой.
какая красота. Так. И далее закрываю. И идет вкуснятина теперь, которая практически мой фаворит. Вот такие вот помидорки. Я когда сделал первую пробную баночку, она ушла буквально вот 5-литровая баночка, съелась за считанные дни. И я сразу же поставил в течение нескольких дней еще, наверное, 8 банок вот такой вот вкуснятины. Давай, 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 вылазь. Опа, 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 опа. Ну, потому что за один присест кушается, ну, помидоров, наверное, 5 вот таких вот. А вот 3-литровая баночка уходит, ну, буквально на глазах. Вот такие они красавцы ферментированные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот теперь мы будем собирать все ингредиенты воедино. И вы поймете мой замысел. Видите, здесь уже все прям плавает в соке помидоров, который смешался с чесночком и лучком. Ну просто это... Ням-ням-ням-ням. Я беру наш гриб. Вот он. Кладу в самую серединку. Под ним убираю все помидорки, чтобы он погрузился в раствор, в сок, именно в сок. Вот так он плавает в соке, так как нам и надо. Далее я беру вот эту нашу кашу. Вот она такая каша. Укладываю в серединочку и укладываю наверх нашего гриба. Вот такую делаю как бы горочку по бокам со всех сторон. Вот так вот. Вот эту всю вкусноту достаем. Всю достали. И теперь нам надо разложить ее всю по бокам. Так. Почему по бокам? Потому что уже многие догадались, что кое-что будет в середине. Так. Готово. А в середине будет то, что мы оставляли. Будут наши желточки. 2 и 3. Хопа. Смотрите, смотрите, какая гармония, какая красота у нас творится на сковороде. Все это дело теперь я еще чуть-чуть подсолю именно желтки. Вот так вот. И теперь у нас блюдо практически готово. Я прикрываю крышкой на буквально 10 минут. И нас ждет дегустация. Я чуть-чуть дополнил тарелочку красными, точнее одним большим красным лучком, несколькими помидорками. Это шоколадный сорт, очень такие сочные. И на капусточку я положил вот такую смесь. Вот у меня баночка, где я делаю вот такую смесь. Спрашивали люди, что входит в мою вот такую вот супер смесь. Она меняется каждый раз, но конкретно в данной смеси здесь семена кунжута жареного, черного тмина, подсолнечника,
тыквенные семечки. Дальше, что здесь? Немножко красного перца, куркумы. И так, семя льна. И еще что-то, расторопши, семена расторопши, полезные для печени. Обычно вот это дело я беру и вот на такой вот кофемолочке измельчаю. Потому что семя льна, оно как бы, ну, проходит транзитом. Но сегодня мне захотелось именно вот в таком виде. А мы отправляемся смотреть наше блюдо основное. Все скворчит, журчит. Мне кажется, уже готово. Все потомилось. Яички уже готовы. И в целом оно выглядит вот так вот. Аромат идет. Ой-ой-ой-ой-ой, какой. Теперь ждет самый приятный момент этого всего действия. Дегустация этого блюда. Тан-та-дан-тан-тан. Ням-ням-ням-ням. Уже по традиции, которая у меня сложилась, я кушаю со сковородочки. Может это правильно, может это неправильно, может этично, не этично, но очень-очень вкусно. Ну, кстати, вот чесночок, если его отдельно попробовать, крупный чесночок, он уже не чесночок, это уже что-то такое возвышенно, приятно вкусное. Так, ну что, надо попробовать наш гриб. Ой, надеюсь, вы угадаете. Напишите в комментариях. Я уже в нескольких выпусках ранее снимал про этот гриб. Очень он достаточно такой вкусненький. Сейчас капусточки. Капусточки, лучка. Прикусочку. Вкус, я вам скажу, интересный, но я когда раньше делал без овсяных хлопьев, все-таки мне больше нравится без овсяных хлопьев. Все то же самое, но без овсяных хлопьев. Будет чуть-чуть вкуснее, ну как по мне. Но с овсяными хлопьями будет более питательно. Очень даже, кстати, я вот сейчас распробовал. И знаете, сок помидора, который уже смешался с другими ингредиентами в виде лучка и чесночка, очень, кстати, сочетаются вот даже вот с этой кашей. Ну, гриб. Настолько деликатесный. Это настоящий клад, настоящий подарок леса, в который мы совсем скоро отправимся. Такая погода, что ну вот просто хочется скорее
завершить уже картину и пойти с вами в лес гулять. Он садится, единственное, аккумулятор на камере надо зарядить. Не, все-таки овсяные хлопья тоже неплохо, но чуть-чуть вкуснее без них. Более аромат, что ли, не перебивается. Капусточки. Кстати, друзья, извините, что я кушаю при вас. С набитым ртом говорю. Кто еще не в курсе, на втором канале уже постоянно выходят рецепты, где я вот не так лишь бы как готовлю, а основательно, и как бы там совсем другие вкусные рецепты, но при том они простые. Я ссылочку, кому интересно, прикреплю в описании. И после того, как закончится этот выпуск, появится табличечка, где будет вот рекомендованное вам видео того самого нового рецепта. А теперь желточек. Почему такой вкусный? Это что-то такое очень щедрое, очень вкусное. А теперь помидоров ферментированных рубануть. О, да. Все, не буду я вас смущать. После полезной, вкусной и сытной еды хочется понежиться на солнышке, насладиться, отдохнуть от еды, можно так сказать. И в этом лучше всего поможет гамак. Солнышко прям затмевает, ничего не видно, что снимаю. Вот эту штуку я классную придумал. К дереву подвесил вот эту веревочку. И ее туда-сюда качаешь. И сам качаешься в гамаке. А вместе с тобой танцуют деревья на фоне неба. С листвой, которой уже все меньше и меньше. И солнышко то туда, то сюда. То туда, то сюда. Вот такой вот танец природы. Хочется по полной насладиться, потому что завтра уже обещают похолодание. Завтра уже обещают облачно. Уже такого солнца завтра не предвидят. А очень хочется вот так вот лежать, о чем-то мечтать светлом, приятном, наслаждаться и благодарить за то, что тебе это все позволено, что тебе это все дано. Вот это вот щедрость. Что-то необъяснимое, неведомое потянуло меня в лес. Хотя вроде как хотел я картину дописывать. Но я как-то в последнее время живу по зову сердца, по интуиции. И не зря я выбрался в лес. Настолько здесь хорошо. Настолько здесь прекрасно. Даже слов не подберу.
В воздухе витает неповторимый аромат леса. Его нельзя передать словами, поскольку вот безветренный день, и хвоя нагревается, и вот она испаряет некие такие шикарные благовония. Вчера, проходя мимо вот этого места, я подумал, что вот это как будто лавочка для какого-то такого лесовичка. Ну, как-то она мне так напомнила. Как будто это что-то такое рукотворное. Как прекрасно шумят березки своей листвой. По ходу движения нас встречает полянка земляники. Посмотрите, какие молодые листики, какие сочные, красивые. Как будто только-только будут они зацветать, давать плоды вкуснятины. По дороге нам встретился валун, который обласкан солнечными лучами. Прям свет на него, видите, падает. Тут тень, там тень. И вот основной свет ему достается. Словно кто-то обратил наше внимание на этого красавца. Смотря вот на это все зеленое, вообще не верится, что скоро октябрь. Совсем скоро октябрь. Как будто ранняя весна, друзья. Чудеса чудесные творятся. Мы вынырнули из леса на бескрайние просторы. И сейчас опять погрузимся в лес, но хочется насладиться этими бескрайними шикарными далями и чистым безоблачным голубым небом. Какие красивые сюжетики. Готовая картина практически. Нас встречает прекрасная береза с двумя камнями у подножья. Такая раскидистая, щедрая, большая, красавица. А рядом еще березки. Березовая роща. Насколько все-таки в природе все сделано гармонично и красиво. Смотришь, любуешься. Какое ветвистое дерево повалила природа. Ой-ой-ой-ой-ой, красота. Как прекрасны дальние дали. Смотреть, смотреть и не насмотреться этой красоте. Пока, друзья, был в лесу, села камера. Батарея в камере. Потом пришел и думаю, ну надо как-то кулинарный новый рецептик выложить. И пока монтажировал, то сё, бах, уже середина дня. Уже полдня прошло, а сегодня солнышко, которое уже совсем скоро обещает пропасть. Поэтому сейчас я делаю лучи солнышка на картине. Такие еле заметные. И отправимся на речку с салатом. Куда-нибудь сюда, чтобы лучи солнышка падали. Даже вот так вот сделаем. Раз.
Это я пока что примеряюсь, как будут лучи находиться. Пока очень-очень мало красочки кладу. И уже начинает вырисовываться. Где-то уже вот здесь будет мощный солнечный поток. Где-нибудь тут вот дадим. Вот сюда. Сюда. Так, вот сквозь листву будут пробиваться, если видно на камеру, хорошо, а не видно, ну то уже как есть. И вот сюда пробиваются лучики. Хоба. Вот так вот. Так вот постепенно методом легких проб формируются лучи. Вот сюда тоже просится. Вот так вот, вот так вот. Оп. Еле-еле что-то такое заметное. И вот где-то вот сюда просится еще. Раз. Вот так вот. Так. И вот сюда. Отходим, смотрим. И теперь вот этот луч надо просто хорошенько его сделать более видным, более насыщенным, более светлым. Вот уже когда примерно уже все лучи видны, то тут уже легче давать основные, самые главные лучи. Вот так вот. Раз. Не знаю, как видно или не видно на камеру, но примерно что-то вот уже рождается. Но хочется за окошко на речку. Ой, как там солнечно, хорошо. Надо сделать салатик вкусный и на речке насладиться этими далями, водичкой прекрасной, березками, шумом ветра. Все, пожалуй, я решил остановиться, и будет уже конечный результат вот такой. Конечно, здесь можно усовершенствовать, но как бы вовремя остановиться. Вот такой сюжетик. Во второй половине дня, а именно на речке, хочется что-то такое легкое и витаминное. И я решил взять одну морковочку, 2 яблочка вот таких,
и клюкву. Когда это все я заделаю, я попробую, ну и возможно что-то еще буду добавлять по ходу движения. Еще я возьму виноградника. Виноград тут уже поспел на лесном домике. Ой, сочный. Когда пойдем, я вам покажу его. Очень вкусно. Ну вот уже морковочка готова. Пошло яблочко в ход. Два яблочка потертые. Очень хорошо. Я как-то в последнее время полюбил такие, знаете, кислые яблоки. Антоновка такие, вот, знаешь, кислиночка такая. Ух! А чтобы пробирала. А до этого я фанат был именно сладких, всего сладкого. Я раньше не мог без арбузов, без дынь. Просто вот для меня было, ну, нужен был сахар какой-то. А сейчас я как-то очень даже нормально отношусь. Посыпаю кунжутиком жареным. Чуть-чуть беру сока лимончика. Взбрызгиваю все это дело. Вот так вот. И перемешиваю все это блюдо. Как-то витаминчиков захотелось, вот решил себя побаловать на речке. Ну еще да, пойдем виноградика возьмем и на речку. Вкусно. Вот этот прекрасный виноградик расположился в теньке. Вот видите, сколько его много. Уже сладкий. Я подхожу и пробую по несколько виноградинок с каждой грозди. И выбираю самую-самую ароматную. Вот тут что-то притаилось. Сладенький. Но слаще всего он, по-моему, на солнышке. Вот здесь вот. Нет, кисловат. Возвращаемся. Где-то мне здесь понравилось. Вот он. Берем вот эту гроздь на речку. Оба. Вот такую вот изобильную гроздь понесем на речку. Пока иду, сосед говорит, там мои вещи с мостика ветром унесло. И они дальше пошли по реке. Он поднял все и принес на мостик. Видите, какой у меня сосед хороший. А вон оно все лежит, мокрое. Сейчас будем сушить. Да, ветерок хороший, видимо, поднялся был. Создалась парусность и пошло все. Вот, чтоб не сосед, все бы уже поплыло вон туда. Если продолжительное время сидеть неподвижно, то становится видно стаи рыбок. Возможно, и вам тоже видно они. Рыбки становятся по течению и ловят всякую добычу. Много мелких рыбок. В основном их привлекает зеленые водоросли. Вот такая вот водоросль плывет, вон она. И вот такие водоросли они захватывают и с удовольствием кушают. Видно или не видно, друзья? Мне как-то солнышко отсвечивает. Так что вот тут такие вот красивые рыбки. И есть такие, знаете, большие даже приплывают иногда.
то же самое становится с мелкими по течению и уже там ловят добычу. Вот сейчас приближу и постараюсь вам показать. Если камера покажет, так где-то они делись, рыбки. О, только что подплывала. Так, вон они. Надеюсь, друзья, вам видно. Много рыбок всяких маленьких. Оп. Только хватаю с поверхности всякую вкуснятину. Так интересно плывут к нам водоросли, как будто живые. Вот они. Оп. Как будто паук перемещается. Раз. Так. Оп. Опять. Вот так вот приближается. Опа. Хроп. И приплыл. Никакого телевизора не надо. Просто смотришь, как листва проплывает мимо тебя. Потом взгляд бросается с листвы на рыбок маленьких, которые копошатся, все в делах. Потом на закат. Ой, хорошо-то как. Опять Котя встречает нас. Иду с речки, а тут этот Котя. Мурлы, курлы. Красавчик. Солнышко уже спряталось за макушками деревьев, а я пойду в лес провожать последние лучи солнышка и встречать вечер. Приглашаю и вас. Как только спряталось солнышко, начинаются прохладные потоки воздуха. Гулять по лесу. Так интересно, когда идешь и такой теплый поток идет, а потом он плавно переходит в прохладный, а потом опять теплый. Вот такой он лес интересный. Мы вышли на вырубку, которая за лесным домиком, и пойдем по дорожке. Каждый раз, когда прохожу мимо вот этих кустиков, все хочу насобирать на зиму вот этих вот штуковин классных. И каждый раз, приходя домой, я забываю. И вот теперь опять я иду и вижу, что надо насобирать этих витаминчиков к зиме. Тут вот несколько кустиков таких вот растет в лесу красивых. Вот, кстати, смотрел сейчас на кустик, а потом обратил внимание, что ниже, вот здесь вот в зарослях, находится гнездо. Но мне как-то там не добраться до него, поэтому если там кто-то есть в том гнезде, я тревожить не буду. Вот такая красота. А в лесу тишина, тишина. Все готовится ко сну.
идешь, и как будто лес на стоп-кадре стоит. Вы знаете, когда смотришь, а потом на паузу нажимаешь, и все замирает. Так вот сейчас в лесу все абсолютно замерло. Никакого движения нету. Абсолютно. Ни один листик не шевелится. Полная тишина. Полное умиротворение. Все замерло. Это не снег и не иней, друзья. И даже не мороз. Это всего лишь мох. Прекрасный, пушистый, белоснежный мох. Мы сейчас войдем в совсем другой лес. Тут низина, тут болотистая местность. И вот здесь по одной из сторон есть кустики голубики. Не голубики, а костяники. Или брусники. И вот здесь обычно было много-много ягод. Вплоть до последнего момента. А сейчас здесь уже только пару штучек попадается. Но, видимо, уже сезон заканчивается. А мы с вами спускаемся чуть ниже. Чувствуется уже прохлада. Обвивает. И вот здесь большие заросли будут малинника. Но здесь почему-то малинник, он пустой. Здесь я обычно ягод не встречал. Но много-много золотарника растет. И я вот сейчас, может быть, возьму какую-нибудь малинку, веточку, чтобы ее заварить. Какая мне понравится. Чтобы ее заварить вечерком на чай. Ну вот, может быть, вот этот листик пойдет мне. И вот это вот пойдет. Раз. И вот это вот пойдет. Раз. Вот этого будет достаточно на чаек. А вот там, видите, заросли уже отцвевшего золотарника. Такие пушистые ветви. Ой, какая красота. И тишина. Какая красивая коряга встретилась мне на пути. Видимо, давно уже тут лежит. Многое она повидала. Она может многое рассказать. Такая вот красавица. Вот там вот кто-то поскакал такой крупногабаритный. Пока я камеру включил, чуть-чуть еще было слышно, как он ветки ломает, когда убегает. Но это кто-то был такой крупненький. Я вам хотел, друзья, показать, что вот в лесу, несмотря на то, что это лес, по-моему, вот здесь, когда я гулял, здесь есть два дерева, яблоньки. Или вот они чуть-чуть там дальше. Так вот, я попробовал эти яблоньки. И вы знаете, яблоки не дикие, а вполне себе очень даже шикарные яблони. И вот я думаю, откуда они здесь в лесу нарисовались такие красивые. Так, вот где-то вот здесь вот они, видимо, эти яблоньки. Так. Ну, что-то я вроде их не нашел. Но где-то здесь должны они были быть. Даже с яблочками еще. Там уже оставалось одно-два яблочка, но я их попробовал. Так.
Вот, наверное, должна быть яблонька. Визуально помню, что вот здесь яблочко я брал. Да, видите, листики яблоньки. Но уже, наверное, яблочек я вам не покажу. Да, яблочек уже нету, только одно вот такое красивое сушеное. Я, кстати, помню, когда мне давали сушеные яблоки прямо с печи, когда вот на русской печи они сохли. И вот и груши такие сладкие, сушеные. Вот это был вкус. Вкус из вкусов. Кстати, вот пока иду, мое внимание привлекла, во-первых, вот эта вот огромная сосна, а возле нее камень. Почему-то вот меня привлекают камни, которые большие камни именно в лесу. Вот такие вот валуны красивые. Почему-то вот так вот они привлекают рядом с вот такими вот красивыми высокими деревьями. Слушайте, друзья, в нескольких метрах от той яблони я нашел еще одну яблоню. Да, яблоня. И вот она стоит среди зарослей сосен. Одни сосны кругом. Вот это чудеса. В березовой роще нас встречает шлагбаум. Вот такое высокое дерево когда-то было. Теперь оно наклонилось над дорогой и образовало портал в лучшую жизнь. Насколько разноплановый лес. Буквально сделав 2 шага, попадаешь вот в такие заросли высокой травы. А рядом вот такие когда-то бывшие богатыри. Ныне вот такие вот сухие деревья. Друзья, для моего вечернего чая остался один ингредиент, который я собираюсь взять вот на этой вырубке. Ну, раньше, по крайней мере, он тут точно рос. Уже темнеет, видите, там солнышко уже ложится спадки. И я уже приближаюсь к лесному домику. Но пока что этой травки я не вижу. Так. Так. Пока не вижу. Не нашел я нужного ингредиента. Я искал иван-чай. Когда-то на днях я его там видел. Но зато я увидел вот такие красивые цветочки. Практически даже еще по-летнему. На этом выпуск «Художник в деревне» подходит к своему финальному такту. Благодарю, что посмотрели, благодарю, что были вместе со мной. Увидимся в новой серии «Художник в деревне». До встречи, пока-пока.